В описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. Всем здравствуйте, мы на глобальном сервере, сегодня у нас 12 июля и континентальное испытание, вторая неделя у нас идет. На первой неделе я как-то подзабил на боссов, кое-что тут отбил, но на второй неделе я уже постарался посерьезнее. И давайте посмотрим, что за команды у меня для вас есть. Связь стихий у меня вот такая, то есть у меня упор был в молнии и яд, и снижение урона на лед, огонь и на свет омертвления у меня нету. Это, кстати, вроде бы всего лишь 10%, но с учетом того, что мы увидим по разнице в живучести между наличием донатного артефакта либо нет, эти 10% тоже имеют значение. Начнем с босса Филта. Босс Филта самый простой по механике действия, он не делает никаких гадостей для нас, то есть ослабления не накладывает, ничего не ворует, контроля не делает никакого, там, не сбивает энергию, то есть самый такой легкий в плане восприятия. Но при этом у него довольно-таки высокий урон, правда со своими нюансами. Эффект босса мы здесь видим, здесь может играть любая команда. С поправкой на то, что любая команда, которая сможет выжить. У босса Филта есть два навыка вот этих, да, которые бьют по площади 3 на 3 и при этом дают ему заряд сбор. Нам желательно вот эти заряды сбор, конечно же, не давать ему накапливать, то есть либо снимать их, либо ставить ему запрет усилений. Ну, либо пытаться как-то выжить без этого, но при этом надо тогда и штраф атаки давать и иметь запас прочности по выживаемости, по живучести. На боссах Филта очень важную роль играет расстановка. Так как у нас здесь 3 босса, мы можем распределять урон так, как нам нужно. Это обязательно учитывайте, потому что без учета расстановки и того, как будет проходить урон, выживать здесь крайне сложно. У босса абсолютный навык вот такой вот, по 3 целям впереди себя. При этом, когда он автоатаками бьет по 2 и более врагам, он еще и накапливает энергию. То есть нам ни в коем случае нельзя давать ему на автоатаке более 2 целей. Поэтому у нас здесь такая расстановка. Ну, во-первых, конечно же, у нас расстановка от снаряжения. Мы рассмотрим это на примере команды сбора. То есть, когда у нас есть вот эта вещь, да, мы ставим того, кому хотим увеличить атаку и защиту рядом с этим героем. И, соответственно, второй такой же, плюс ко всему вот это вот увеличение урона. Естественно, тогда мы ставим нашего главного ДД рядом. Здесь у нас вариантов нету. При этом одного героя мы здесь ставим в сторону и даем ему очень много защиты. Все для того, чтобы автоатаками хотя бы одного Филта переключить на другого героя. Иначе Гиллиан, у нас здесь стоит Гиллиан, даже с 5 пробуждениями, она просто не выживет. Потому что автоатаками он будет бить очень больно. И, соответственно, Гиллиан стоит здесь, она забирает на себя вот этих двух. При этом, когда у нас в команде есть герои ближнего боя, они подбегают, допустим, сюда, ну, куда-то и сюда, и тот навык абсолютный, который бьет по 3 линиям, он будет использоваться по приоритету, естественно, на большее количество врагов. Это все нужно учитывать для того, чтобы урон проходил для вас так, чтобы вы могли выживать, ну, большее количество времени. Объяснение это хорошо, но давайте посмотрим в бою. Видим, что вот эти два Филта бьют Гиллиан, соответственно, третий бьет его. В этом смысл нашей расстановки. При этом давайте немножечко ускоримся. Абсолютным навыком они просто будут бить вперед, потому что наибольшее скопление врагов для каждого из них находится перед ним. При этом, если у нас есть там 2, допустим, героя ближнего боя, например, танк и какой-то ДД, вспомогательный либо основной, и они находятся, допустим, где-то здесь, то для этого босса приоритет будет сюда. Если при этом у нас стоял бы только один здесь герой, то для этого босса приоритет был бы тоже на них, на 2. То есть здесь у него 1, здесь 2. То есть он бил бы по ним. Мы их одеваем в жир, если неважно, какие у них атакующие характеристики. И переключаем часть урона на них. То есть выживать станет легче. Правда, этим 2 будет тяжело. Ну и то же самое для третьего. При этом надо учитывать, да, что первый, вот этот центральный, задевает 3 линии. И крайние задевают только по 2, когда бьют вот в эту сторону. Опять же, учитывайте это при расстановке. И давайте смотреть нашу первую команду. Первая команда — это команда сбора. У нас здесь основной танк — это Гиллиан. У нее здесь все на лечение и на снижение урона. Она у нас с посохом, с этим сетом. Просвещенность мы его выкручиваем ей как можно больше, защиты как можно больше, очков здоровья тоже. И ускорение навыков тоже по возможности. Ларентель, как я уже показал, берет на себя часть удара, поэтому у него здесь только защиты и очков здоровья. В остальном мы ему добавляем точности для того, чтобы вот этот талант срабатывал. Как я уже сказал, боссом Филта желательно снимать сбор. И поэтому мы ставим вот этот талант. И для этого мы здесь ставим еще и вот этот талант, чтобы дополнительная сфера была.
И, соответственно, точность добавляем, ну, сколько получится, у меня здесь 300. Также я поставил Лорентилю, чтобы он лучше выживал вот этот вот предмет на снижение урона. Он у нас в сете кукольника. Я понимаю, что команда сбора будет ходить очень часто, гораздо чаще, чем 15 секунд. Но при этом ограничивать Лорентиля я не стану, так как это невыгодно. Потому что если мы ограничиваем его, мы, грубо говоря, ограничиваем всех остальных. И поэтому у нас эта команда играет без таймингов. Алтон. Алтону я дал 2 кусочка вот этого сета для того, чтобы добрать ему ускорение, чтобы он чаще ходил. Так как он у нас здесь на разломе, пускай это делает чаще. Вообще, Алтон вместе с Линой поддерживает этот разлом очень-очень уверенно и практически постоянно. Ну а также, естественно, мы Алтону атаку выкручиваем для того, чтобы вот этот вот предмет получше работал. Тот же самый талант на рассеивание и тот же талант на сферы. Также у него здесь увеличение урона, точность тоже не забываем. В остальном как получится. Приоритет идет на атаку. Глэдис у нас тоже здесь раздает атаку-защиту. В остальном мы ее деваем полностью на урон, то есть критический урон, атака максимально. Ну и если получится, еще ускорение навыков тоже ей добавьте. Если у вас вариант команды именно с Хубергом, то можете поставить не вот этот талант, потому что сбор здесь избыточный, а вот этот талант, чтобы сама Глэдис получше урон наносила. Этот талант нужен для команды с Монолисы, так как Монолиса там урон наносит от количества сбора, который союзники получают. Ну и, соответственно, Хуберг, он у нас максимально в урон одет. Перчатка с кузницы вот такая, вот все в закалке. 60% крит шанса, сами понимаете, да, крит урон как можно больше, атаки как можно больше. Такой набор талантов. Питомца на любых боссах вообще мы выбираем в зависимости от того, какие у них характеристики и какие таланты. Бывает так, что питомец, который не сильно подходит для этой команды, допустим, Джин, показывает себя в итоге лучше, чем, например, кот, потому что кот у меня без пробуждения совсем, а вот этот кот, он больше на тех боссов, которые призывают кого-то, да, и кто-то умирает, плюс ко всему на ауры. И с Джином у меня получается больше урона. Так что смотрите сами по питомцам, не обращайте внимания, что у меня здесь именно Джин. Ну а когда Джин стоит, не забывайте, что максимальная атака должна быть у главного ДД. Вариант с вот этим артефактом, да, у Глэдис, у меня наносил 340, но они около минуты не жили. То есть если бы они жили, там было бы, наверное, под 400 или около того. Выживаемость разная, но чаще всего они за минуту начинают умирать. При этом, если мы заменим вот этот артефакт на донатный артефакт, то они могут выжить весь бой. Когда они выживают весь бой, видим урон 360. Кажется мало, да? Но здесь есть одно но. Это вариант без артефакта Глэдис. Соответственно, с артефактом и с донатным артефактом, ну там будет, как я уже сказал, под 400. Когда мы убираем у Глэдис артефакт, точнее у нас его, допустим, нету, мы ставим ей разлом. Ну и, соответственно, добавляем точности. При этом Алтон, так как он уже не на разломе, точность мы его оставляем, чтобы работал талант, но даем, допустим, донатный артефакт. Если донатного артефакта у вас нету, можете дать сундук, либо сферу дракона. И вот когда я уже дал ему донатный артефакт, команда выжила весь бой. Второй вариант команды — команда с Монолисы. Все абсолютно то же самое. Снаряжение, которое здесь было у Хуберга, это то же самое снаряжение, что сейчас стоит у Монолисы. Расстановка у нас такая же, все то же самое, просто здесь Монолиса. Ну и, соответственно, талант вот этот Глэдис для Монолисы предпочтительный. Команда с Монолисой наносит заметно больше. На 100 где-то миллионов разницы, может даже выше. При этом так же, как и в варианте с Хубергом, с Гиллиан они не доживают. Ну, здесь, правда, это был один из лучших боев, без донатного артефакта. Они где-то за 40 секунд начали умирать. То есть, если бы не умерли, то, ну, наверное, 500 бы нанесли. Все, что сказал для команды с Хубергом, все справедливо здесь. И третий вариант. Самый достойный наш вариант, это у нас вариант с Линой. И здесь все то же самое, единственное, что мы Лине не собираем просвещенность, как Гиллиан. Здесь мы Лине собираем защиту и очки здоровья максимально. Таймингов здесь тоже нету, как и во всех остальных командах. Схему снаряжения видите, снаряжение, как я уже сказал, то же самое. И расстановка даже та же самая. По тем же причинам, чтобы распределить урон. При этом я потратил, наверное, час. Я не мог заставить эту команду выжить. Никак. Я уже с этим снаряжением игрался. Как только мог. Я уже такие характеристики там повыкручивал Лине. Таланты пробовал. Ничего не помогало. Она просто умирала, она не выживала. И один талант все изменил. Я не знал, что он настолько сильно может повысить выживаемость именно танка. Ну вот конкретно в таком случае, когда у нас боссы, их 3 штуки, да, и нету дополнительных каких-то эффектов. Вот этот талант. Как только я его поставил,
сразу все жить начали стабильно. Ну, естественно, учитывайте, что Лина здесь с первым пробуждением. Если она у вас без пробуждения, у вас будет большая хаотичность боев, так как баф она будет накладывать неравномерно, нестабильно и разные причем. Но при этом, в принципе, урон в итоге должен быть таким же. Единственное, что его поймать будет сложнее. Как я уже сказал, Лину мы здесь одеваем в защиту максимально, очки здоровья, и я сколько смог добавил ей ускорение навыка. В остальном вот такая вот Лина. Тот же самый сет и посох. Ну и эта команда наносит, конечно же, заметно больше урона. То есть 560, там 570 я выбивал. Следующая команда — это команда призыва. Я не стал ее как-то изучать. Услышал информацию, что они здесь неплохо набивают. Я попробовал эту команду, она здесь живет просто отвратительно. Без Лины я не мог заставить ее выжить. Ну, естественно, в 4 ДД, то есть Тиамат. И, допустим, здесь у меня был Эрзелас. Эрзелас постоянно умирал, ничего ему не помогало. Никакое лечение от Тиамат, ни повышенные характеристики, ни штраф атаки, ни запрет усилений, ничего не помогало. Они постоянно умирали. Команда призыва здесь плохо подходит. Почему? Потому что призывные существа, как я уже сказал, у Филта автоатаки, где они здесь написаны. Автоатаки бьют по площади, да, и каждый раз, когда задевает более 2 врагов, либо просто 2, 15% энергии набирает. То есть они набирают здесь энергию просто бешено. Я пытался распределять урон, ничего мне не помогало. Помогла только Лина. Лина здесь также одета, как обычно. Бернейт у нас на заливке. Я ей здесь защиты побольше давал, чтобы она выживала стабильнее. Но ей это не помогало, все умирали. Она здесь на разломе, лучше, наверное, поставить на разлом Тиамат. Тиамат это делает стабильнее, плюс ко всему по 3 целям сразу. Но, в принципе, с Бернейт получалось тоже нормально, более-менее. Тиамат здесь вспомогательную функцию полностью одет, раздача атаки, защиты. Лильванис вся в урон, никаких особенностей. Только единственное, что крит шанса у меня здесь не хватало. Это у меня другая версия снаряжения, и я ставил вот этот талант. То есть, по-хорошему, его надо менять обратно вот сюда вот. Синтреля тоже, как всегда, в урон. Ой, какой урон? В атаку, чтобы ее раздавать побольше. Ну и, собственно, все. Просто упомяну, да, что эта команда у меня набивала 460 миллионов. Для Лильванис плюс 3, ну, мне кажется, что не очень много. Если у вас получится там с каким-нибудь Торином, либо в 4 ДД каким-то образом ее завести, ну, тогда она будет набивать действительно неплохо. Но я пытался, у меня не получилось, только с Линой. Следующая команда, и она будет, ну, по крайней мере, у меня точно основной. Это у нас команда разъедания Smash Tour. Так как у нас на этой неделе уже 4 противника и нужно 4 команды, здесь уже рейты, как вы заметили, наверное, невидимы, да? Потому что она перешла в команду яда. Эта команда у меня набила максимум пока что 905 миллионов. Я думаю, что можно больше, потому что у меня здесь у Рука не 100% крит шанс. Схему снаряжения вы видите. Тайминги у нас вот такие. Тайминги у нас здесь в первую очередь играют от Рука. Мы стараемся ему сделать ускорение. Во-первых, даем мифический вот этот предмет, для того, чтобы он получил в итоге 40 единиц ускорения. Во-вторых, еще здесь немножечко добираем. Как мы при этом боремся с тем, что у нас Пардис в сете кукольника, и Рук с ним может конфликтовать. То есть Пардис может ему не давать ускоряться, потому что Рук зациклится на сете кукольника, на этих 2 секундах. И мы не получим преимущество от этого ускорения. Я думаю, что я это изящно сделал, так как Пардис у нас урона, можно сказать, не наносит, он вообще бесполезное существо. Кроме вот этих его ослаблений, он особо пользы такой не приносит. Ну, понятно, таланты еще там на разъедание. В общем, я могу себе позволить, невзирая на характеристики какие-то у снаряжения, дать ему как можно больше ускорения. Для того, чтобы не Рук упирался в него, а чтобы он опережал Рука. И тогда у нас вся проблема уходит. Вся проблема уходит. Я ему здесь выкрутил максимально, что смог. Вот такая руна плюс 3 и здесь плюс 3. И получилось 49. Этого достаточно для того, чтобы он не мешал Руку. В конце, конечно, он его догоняет, но это уже не важно, потому что это уже в конце и разницы там никакой. По снаряжению Пардис у нас одевается с ракушкой и сет кукольника. Плюс ко всему он у нас ближник, то есть герой ближнего боя, соответственно у него вот этот предмет. И мы его выставлять будем так, чтобы он стоял рядом с Цицидис, и Цицидис этот урон увеличивал. Она у нас главный, кто поставляет разъедание для Рука, поэтому это важно. И поэтому здесь стоит Джин, чтобы Пардис убегал вот сюда к Цицидис. Цицидис будет здесь, а он будет прибегать к ней. Но почему мы здесь Цицидис ставим? Ну, естественно, потому что у нас раздача двойная. Это у нас от Сакридея раздача. То есть один предмет, остальные у нас здесь все на урон. С приоритетом на атаку, чтобы больше раздавать атаки. Ну и точность, конечно, не забываем. И Руку я нашел вот такой предмет подходящий, но единственное, что пришлось пожертвовать критическим шансом. И поэтому у меня здесь плавающий урон, но зато он раздает много атаки для Цицидис. И, соответственно, мифический предмет вот этот.
и 17 ускорения. То есть всего у него будет в итоге 57 вот с этими 40 единицами. Характеристики, обратите внимание, что у меня не самые лучшие, да, 350 плюсом критического урона, это довольно-таки мало, но, как видите, урон неплохой, я считаю. И так как у нас Пардис с ракушкой, то с Акридеей мы можем поставить вот этот гриб, чтобы она еще больше разъедания добавляла для рука. Ну и, собственно, Сецидис. Она самое лучшее снаряжение у нас здесь одета. То есть вещь с кузницы, вещь с прошлого сезона, то есть все, что можно на критический урон, критический шанс 100% и больше атаки. Мы ей отдаем. Маштур одевается как обычно. Но единственное, что не забываем, что ему нужно 60 ускорений, чтобы он успевал в цикл. И побольше ему жира, скажем так. Для того, чтобы он жил. Он все-таки здесь один, ему никто не помогает. Ну, Пардис так, косвенно. Расстановка здесь такая. То есть весь удар, абсолютно все 3 удара будет с автоатаки принимать на себя Маштур. Если у вас не Сецидис, а шмыгли, ставим здесь шмыгли. Все остальное останется таким же, как и было. Также не забывайте, что если у вас стоит Джин, как у меня, потому что у меня, как я уже сказал, коты не очень, то у Сецидис должна быть максимальная атака. Ну, желательно. Да, он там всего 10% дает атаки, когда у нас один герой поддержки, но все равно 10% это 10%. Без третьего пробуждения они набили вот 780. Но опять же, напомню, что крит шанс не 100% у рука, поэтому можно больше, я думаю. Ну и соответственно, еще раз покажу, с третьим пробуждением 905 получилось. Ну и не забываем, сколько у нас в Китае набивали такой команды, только уже с рейтой. И Сецидис плюс 5. 2 миллиарда 176. Я не знаю, какое там снаряжение у рука, наверное, гораздо лучше, чем у меня. В бою здесь показывать особо нечего. Есть еще второй вариант, это у нас вариант без рейты. Так как у нас команда яда может играть без рейты с Агоком, но команда разъедания уже требует какого-то хорошего, прям хорошего героя поддержки, то есть это у нас рейта либо Маштур. Как мы видим, кстати, я не обратил на это внимания, что у нас донатного артефакта нету, что здесь, нету и здесь. Схему снаряжения вы видите, все то же самое, абсолютно все то же самое, единственное, что рейта немного по-другому одевается. Хотя и в те же самые сет и вот этот вот мифик. Но, видимо, артефакт у него посох, потому что на щиты без него не дает. И по характеристикам там некоторые, да, другие у нас приоритеты. В остальном все то же самое. Тайминги вот такие. То есть все то же самое, что и было в той команде. Здесь также Пардис с ускорением, с избыточным, чтобы не мешать руку. Ну и такой командой можно набить 750, а может быть и больше. То есть я напоминаю, что крит шанс не 100% у рука. Плюс ко всему, если у вас рейта без третьего пробуждения, то урон может быть ниже. Следующая команда Ледяного Взрыва. Здесь у нас вариант и с донатным артефактом, и с Крисосом. Схему снаряжения вы видите. Тайминги у нас здесь смещены на 2 секунды, потому что у меня Зорек на плюс 5. То есть он может стартовать рано. Он у нас в сете кукольника, поэтому сместил, в общем, на 2 секунды. Расстановка с учетом специфики босса, да, вот такая. То есть у нас здесь Крисос выступает танком, ну и плюс ко всему весь берет удар на себя и, конечно же, лечит. Ему точность, защиты побольше, очков здоровья. Ускорение навыков не забываем, он у нас здесь все-таки огонь. Шина здесь обычная, на разломе, максимум в урон и на раздачу, вот здесь вот один предмет. Может быть выгоднее здесь собирать ей как можно больше атаки. Обычно китайцы делали так, если что, попробуйте так. Билдель у меня с плохим снаряжением, потому что, ну, у меня здесь критический урон. У меня нету снаряжения получше для нее, поэтому урон не то чтобы хороший. Одета как обычно, у всех есть талант на лечение. Кстати, он здесь не нужен, так как у нас здесь и донатный артефакт, и Крисос, он сильно у нас хорошо играет. Поэтому можете поставить самый нижний талант третий всем на урон. Это у меня с другой сборки остался вот этот талант. Зоры, как обычно, максимум в атаку, и он в сете кукольника и на раздаче. Атаки должно быть у Билдель больше всего, так как у меня здесь Джин. Ну и Фридгунда с приоритетом на критический шанс и критический урон, на остаток атаку, полностью одета в урон. Ну, кроме артефакта, конечно. Эта команда где-то 380 наносит миллионов. Крисос в конце там умирает. То есть, если сделать более грамотную расстановку, как я уже говорил, и сместить часть урона хотя бы одного филта на кого-то из них, то, может быть, получится ему выживать лучше. А то здесь как бы и он плюс 3, и плюс ко всему еще и артефакт есть, а он все равно в конце боя умирает. Вариант с Синарелом, мне кажется, здесь не подойдет вот в таком же составе, потому что нужен танк. Нужен танк, который будет принимать удар на себя. Если у нас Гиллиан, например, может, она у нас когда плюс 5, допустим, она у нас жирная, ее можно одеть хорошо в защиту, вот в случае с сбором, то здесь его, да, у него лечение зависит от атаки все-таки, и мы ему обычно атаку собираем. Я не знаю, хватит ли его лечения, если мы его будем в защиту одевать там в очки здоровья и ставить вот сюда. Не знаю, не пробовал, можете попробовать, но мне кажется, что тогда придется все-таки ставить кого-то еще, то есть Филосию, еще одного героя поддержки. Ну и тогда, конечно же, урон сильно просядет.
Следующая команда — это команда Горение. Она у нас здесь тоже с Крисосом, еще и с донатным артефактом. Ну, в принципе, его можно заменить на какую-нибудь жилетку, и возможно, что будет плюс-минус то же самое, единственное, что урона будет меньше. С выживаемостью здесь не очень хорошо, даже с наличием Крисоса, и у меня здесь поэтому сет на нем стоит вот этот на снижение урона. Ну и как я вам показывал, у меня связь стихий на снижение урона у них не прокачана. Если у вас все нормально, то ставьте сет на баф урона от щитов. В остальном это обычная команда Горения со Зраксом. У нас прошлый сезон она была в таком виде постоянно. Тайминги у нас здесь вот такие. Последовательность обычная. Ротация я имею в виду, то есть у нас идет Карф. Затем Дурем, он накладывает свое ослабление, воспламенение вот это, которое увеличивает урон. И затем уже взрывы производит у нас Пайкстон. При этом Зракс ходит у нас как можно чаще со своей турелькой, поэтому он здесь без таймингов. Ну и Крисос тоже в свободном плавании. Эта команда наносит где-то 400 миллионов она у меня наносила. Если получится жить с сетом на баф урона от щитов, то получится, наверное, побольше. Пайкстон у нас здесь одевается максимум в атаке, ну и, соответственно, точность. Также ему не помешает, какое-то количество дополнительной защиты, очков здоровья, потому что он все-таки у нас герой ближнего боя, он будет выбегать вперед и получать здесь урон вместе с Крисосом довольно-таки неплохо. Расстановка у нас здесь вот такая. Джина я здесь поставил для того, чтобы Пайкстон убегал в эту сторону. Я не знаю, как там это все взаимосвязано с распределением урона, но если Джину просто убрать, чтобы Пайкстон бежал напрямую, то это уже команда живет заметно хуже. Возможно, что там тогда автоатаки как-то проходят, может быть, по площади задевают двух, и они ускоряются. Я, честно, не обращал внимания, я просто запустил бой, они умерли заметно раньше, чем когда у меня Джин здесь стоял, поэтому я его здесь оставил и сделал такой вывод. Зрак здесь с защитой, обратим внимание. У него здесь очень много точности, чтобы ее раздавать. Плюс ко всему сет на скорость атаки, и в рунах я выискивал тоже скорость атаки. Дурему достаточно чуть больше 100 единиц точности, так как он получит еще дополнительно от Зракса раздачу. И он исправно, при такой точности, у меня накладывает воспламенение вот эти 10 эффектов. Одеваем его как обычно. Максимум атаки, крит шанс, крит урон. Ну и крит шанс у меня не 100%, поэтому разбег по урону достаточно сильный. Ну не то, что прям очень сильный, но сильный. Карф точность. И что у него здесь? Атака. И раздача урона, и соответственно атаки. Он у нас на разломе. Я пробовал с ракушкой, у меня с ракушкой хуже получалось. Крисос здесь вот такой вот. У него вот этот сет и талант, я поменял его эксклюзивный на талант вот этот на лечение, увеличение, потому что, здесь снимать ослаблений никаких не нужно. Ускорение навыков тоже можно сделать побольше, если у вас получится, чтобы он почаще снимал усиление, то есть сбор с противника. Ну и живучесть ему сделайте тоже побольше. И, естественно, точность, чтобы накладывать штраф атаки. Я пробовал с Ашетиусом вариант. Вот на Филта получалось заметно хуже. То есть вместо 400 плюс получалось там 300 с копейками. Также я думаю, что можно здесь ударить в принципе кем угодно, так как у нас здесь довольно-таки универсальный баф, вот этот эффект. Мне кажется, что можно ударить кем угодно, единственное, что в зависимости в первую очередь от наличия хорошего героя поддержки, который здесь будет подходить. То есть от него уже будет идти. А так, можно и неустрашимостью, только для неустрашимости там лучше есть варианты, да, по противнику. Удар молнии, мне кажется, тоже, там 200 плюс набьет. Мороз, да даже тень, что уж там говорить. Да и дикость, наверное, тоже бы 200 набила, в зависимости от команды, от вашей. Хотя с дикостью сложно, да, так как у нас там менее 4 ДД, это уже очень сильно плохо. По донатному артефакту, если у вас его нету, да, то есть в большинстве случаев его нету, у нас первый приоритет обычно отдается рогам, потому что они наибольший прирост урона дают не в процентах, вот именно здесь, а по результату. Так как специфика рогов это у нас увеличение входящего урона по противнику, а не исходящего от нас. Поэтому вот эти 10% превращаются в нечто большее, чем, допустим, 15% от вот этого рога, там, либо 15% от сферы. Поэтому первое по замене это вот рога. Хотя по какой замене? По-хорошему он у вас в любом случае должен стоять. Ну а так обычно мы меняем, если у нас герой поддержки, который лечение часто проводит, да, вот такое тикающее, периодическое, то вот эти рог вот этот подойдет тоже неплохо. Плюс ко всему он живучесть кому-то может увеличить, например, танку, который в принципе и лечить может. Но чаще всего у нас отдается приоритет, например, вот сочетанию посоха и сету на увеличение урона от щитов. Также, помимо рога, еще у нас сундук, хороший, да, артефакт. И если у нас герой одной стихии и есть щитовик какой-то, который будет щиты давать, то у нас еще и вот сфера дракона. Если же совсем все плохо с живучестью, то можно рассмотреть, если у вас есть щитовик, да, то как, допустим, какая-нибудь Филосия, либо тот же Крисос,
то дать еще вот этот вот артефакт. Когда донатного нету, да, снижать урон как-то надо. Вот этот артефакт, конечно, подойдет хорошо. Ну и, собственно, все. Есть, конечно, еще для увеличения урона вот этот орган, но он как-то все реже и реже используется, потому что дает хуже эффект. А на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.